Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, а это обзор глобального обновления от 27 ноября в нашей любимой скиллозависимой игре Авточес. На самом деле очень много чего поменяли, мета, к сожалению, не поменялась, о ней мы, короче, поговорим чуть позже, и в заключение я там подведу итог, потому что я уже некоторое количество игр наиграл, и у меня уже как бы сложилась картина, как приятная и как неприятная, но больше, если честно, неприятная, потому что кратко, синергию нежить они убили. И драконам теперь трудно играть. Ну, трудно, имею в виду, если играть через 5 драконов. Ладно, давайте совсем по порядку, но в первую очередь я хочу вам выразить огромную благодарность за вашу отзывчивость, потому что, когда я говорю, что давайте достигнем 3000 подписчиков, появилось намного больше лайков, намного больше комментариев, намного больше подписчиков, поэтому, ребят, поддерживай меня, не стесняйтесь, ставьте свой лайк, коммент оставляйте, что думаете по поводу патчей, и просто обо всем. И огромное вам спасибо. Ну и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появляется QR-код еще для перехода на мой телеграм-канал. В общем, погнали смотреть, что там все-таки поменяли. Добавили нового героя. Неизвестный ужас. Это герой из Dota 2 Бейн. У него ульта, он, получается, хватает случайную фигуру противника, обездвижит ее и наносит непрерывный чистый урон. Ну, в принципе, как все в описании. То есть это ульта Бейна, она начинает высасывать противника, к сожалению, хп себе не восстанавливает. К сожалению, этому герою нужна мана. Если бы ему не нужна была мана, то этот бы герой был играбельный. Но я несколько раз попробовал его поделать. Но, если честно, какая-то хрень. Ну... Такой себе герой. Может, я его еще не распробовал. Но я пытался его распробовать, но не тот герой, которого как бы хочется брать. Если бы у него маны не было, тогда бы этого героя хотелось брать. Но, в общем, мне он не особо понравился. Если что, он, кстати, стал ночным демоном. Да, это ранее синергия Кошмар. И в Witch Doctor убрали эту, если что, синергию. Теперь ночной демон, он же Кошмар ранее, встроен в этого героя и, по-моему, в Гоблина-убийцу. Вот. Ой, в Гоблина-убийцу, в Рике. Погнали дальше смотреть. Изменили логику работоспособности Вайпера. Это вот Веном, если что, это тот дракончик, который плюется в цель. Раньше она плевалась в случайного противника, сейчас она плюется в противника, у которого самая высокая атака. Насколько это оправдано? Если честно, ну, 50 на 50, наверное, оправдано, но это лучше, чем было, чем когда вот в случайную фигуру он плевал, да? Ну, это 100% лучше, но теперь его и контрить намного легче. Ну, короче, вроде бы прикольно, а вроде бы не прикольно. И вот что думаете вы, напишите в комменты, соответственно. Изменили логику срабатывания способности Королевы Пауков. Она же бурда из Доты. Что ей конкретно поменяли? Во-первых, навык кастуется с нулевой секунды. Это вообще пушка. Это прям... Разрабы здесь молодцы. Тут тупо лайк. Это надо было намного раньше сделать, но спасибо хоть за это. Как работает теперь ее способность? Ту способность, которую она... Способность, боже, уже способность головного мозга у меня. Ту цель, которую она бьет, она приоритетно кидает туда свою паутинку. И пока та цель живая, соответственно, она будет плевать именно в него свою паутинку. И на самом деле это прикольно, потому что теперь бруду можно будет использовать, ну, не только, знаете, как какую-то там закрывашку синергии, либо что-то еще, а вот реально она теперь полезный персонаж. То есть можно подставлять там под какого-то героя. Короче, можно даже в некоторых моментах использовать бруду как саппорта лютого, потому что длительность паутины 6 секунд. Во-первых, ты двигаться в этой паутине не можешь. Во-вторых, ты имеешь энное количество мясов. И в-третьих, это дополнительный урон еще по тебе идет. Ну, мало ли того, что сама паутинка наносит, так еще дополнительный магический урон наносится. И вот в 2 звезды ты ее собрал, 60% уклонения просто как с куста ниоткуда имеешь. То есть здесь однозначно лайк. Я хоть уже и говорил об этом, но Witch Doctor удалили синергию Кошмара. Разработчики очень сильно изменили нежить. Во-первых, теперь нежить нельзя приобрести путем обновления просто вот магазина. Ее можно получить только с помощью нового предмета, но об этом мы поговорим попозже, да, вот если что, вот этот вот предмет пак мертвецов. И, соответственно, с помощью новой реликвии. Где она тут? Вот, с ящика азарта. И вот, знаете, хотелось бы мне вот списком вам показать, пройтись по каждому герою, но тут, к сожалению, почему-то разработчики не добавили лампочку на каждого героя. Почему они так сделали? Я не знаю, поэтому нам придется обратиться к списку и вот со списка как бы пройтись по всем, соответственно, изменениям в новых героях, да, ой, в новых героях, в синергии нежити.
Абаддон. Во-первых, он стал первого тира, поменяли ему значение ХП, магическое сопротивление, подняли щит, увеличили по длительности, щит немножко порезали, как по области, так и, соответственно, по урону. Муэрта сделали из третьего тира ее во второй тир, порезали, соответственно, и ХП, урон оставили тот же, что удивительно, увеличили и скорость атаки, но сделали меньше дальность атаки. Способность, соответственно, тоже немного порезали, уменьшили длительность, уменьшили, ну, КД осталось, в принципе. Не, КД тоже они подрезали, видите? Раньше было 12 секунд, теперь подрезали на 10. Я что-то думал, что осталось прежним. Соответственно, дополнительный выстрел тоже подрезали на 10% на каждом уровне. Пудж. Вот тут приятно, на самом деле. Единственное, что неприятно, что герой стал третьего тира. Вот неоправданно, как по мне. Во втором тире ему и место быть. Не в третьем. Так вот, сделали его третьего тира. Здоровье подняли. Урон с руки подняли. Скорость атаки увеличили зачем-то, непонятно. Броню подняли. Сопротивление подняли. Но самое главное, это его хук теперь не расходует ману. Но и не дает оглушения. На самом деле это тупо немного. Тупо. Да, как бы прикольно, что ты ставишь, соответственно, пуджика. Он просто берет, тянет себе самую дальнюю фигуру, наносит чистый урон. Ну и на этом все. То есть добавили какое-то оглушение хотя бы секундное. Было бы прикольно. Но то, что без какого-либо оглушения, ну... Хрень, как по мне. Лич. Раньше был легендарным персонажем, теперь этот персонаж находится в 4-м тире. Порезали ему, соответственно, ХП, порезали способность по его отскокам, замедление скорости атаки теперь всегда 50%, увеличение урона за каждый отскок теперь 25 вместо вот таких вот значений. Ну, как бы спасибо, но мы вернемся чуть попозже. Я вам расскажу, почему все это хрень, все это изменение в нежити, это полная хрень. Ну, сейчас мы вот закончим, как бы, рассматривать. Потом я вам скажу свое мнение на этот счет. Банша, она же кошмар. Теперь у нее не магический урон, а физический. И всегда это 200 урона. И на самом деле Банша теперь сверхмощный персонаж. Вот серьезно, что-что, но такого я не ожидал. Вот серьезно. 200 урона на любом, мать его, уровне. Это теперь очень полезный персонаж. Очень полезный персонаж. Не знаю, я очень хочу попробовать протестировать эту банши, но если получится. Прикиньте ее под 6 богами. Прикиньте ее под 6 богами сделать. Это ж вообще трэш будет. Да не, под 6, наверное, нет, под 4 тоже. И, короче, посмотрим. Никс приятно бафнули. Увеличили ХП, увеличили продолжительность его способности, длительность оглушения увеличили и порезали КД. Это ж вообще нечто. Но там есть огромный минус в нежити. О нем мы сейчас поговорим. Приятно бафнули Никра. Очень приятно. Теперь, когда он добивает косой, исцеляющей ауры нет. Ее убрали. Все, теперь отхила не будет. В принципе, оно и не важно. Очень хорошо апнули его косу. Вот это вот то, что надо было сделать. Вот серьезно, то, что надо было сделать этому герою. Потому что коса очень слабая была. То есть теперь 30, 40 и 60% урона от косы. Вот это приятно. Ну и, соответственно, базовый чистый урон. Там 300, 400, 600. Оглушение еще на 2 секунды. КД вот такое вот стало. И добавили новый навык. Пассивный. Ореол изнеможения. Наносит, если что, чистый урон. Не магический, не физический, а чистый. Ближайшие противники постоянно теряют ХП в зависимости от процента от их максимального ХП. Работает вот в таком вот радиусе. То есть 2 клетки, 3 клетки и почти 4 клетки, можно сказать, да. Урон в секунду. 1%, 1,5% и 2,5%. Насколько это сильно, на самом деле... Не могу сказать. Вот что-что, но не могу сказать, насколько это сильно. Как по мне, значения маленькие. Тут нужно повысить немножко эти значения. Все-таки раз в секунду это слезы. Ну, сколько это от 1000 урона? 1%. Это 10 урона от 1000, да, получается? Или 1%? Ну да, это 10 урона. 10% 100 урона. То есть это 10 урона от 1000 хп. То есть вот эти вот значения надо поднять. Очень приятно бафнули спектру. Вот что теперь тень, которая используется в способности, она имеет процент от атаки 100%. Это вообще космос. Спектра сейчас имба. Зомбарь, он же затмение тьмы, он же Undying из доты. Увеличили атаку с руки, скорость атаки подняли, броню подняли и усилили его способность. Теперь это 9, 12 и 15% вместо 6, 9 и 12%.
Приятно. Тракса. Сделали ее третьего тира, увеличили ее атаку. И самое главное, подняли скорость атаки. 0.9. Это прям пушка. Просто кайф. Просто кайф. Изменили также синергию нежити. Теперь у нее немного другие значения и, соответственно, функции. Не мертвецы получают на первом уровне синергии нежити минус 10% от максимального ХП. Это касается как противников, так и своих, соответственно. На втором уровне это минус 50%, а на третьем уровне важное изменение, которое, как по мне, нежить подрезала довольно-таки сильно. Да, добавили как бы, что дополнительно каждые 3 секунды ваши противники теряют 5% от максимального ХП. Но самое главное, это то, что не появляется теперь с убитых фигур зомбари. И это, как по мне, полная дичь и полная хрень. Ну, тут, в принципе, даже говорить нечего, да? Я думаю, да. Проблема в нежити, то, что вы ее хрен соберете. Я вот 5 игр сыграл, и я не смог собрать нежить никак. Вот вообще никак не смог собрать эту нежить. И вот это самая главная проблема, то что они убили тупо нежить. Так они убили не только нежить, они убили еще и синергию драконов, потому что целых 2 дракона находятся в синергии нежити. Раз и 2. Может, я еще просто не набил руку какую-то нежить добивать, но я попробовал поиграть, но у меня не получилось. И вот как по мне, синергию нежити из-за этого не убили. Если кто-то научился применять как бы вот этот вот пак мертвецов, о нем мы сейчас попозже поговорим, но в целом, если кто вдруг научился как-то нежить фармить, напишите в комментариях, дайте мне совет, как фармить теперь эту нежить, потому что я пробовал, либо у меня ручки вот такие вот, либо же у меня тупо не получается, и это только не у меня одного такого проблема. На ранге Ферзь мне тупо не дает поиграть, я даже раунд не могу выиграть, когда я начинаю вот этот пак мертвецов реализовывать. Может, есть какая-то там 100% механика, как можно 100% получать эти фигуры. Я, в принципе, догадываюсь. Это нужно банши получить, потому что у него урона сейчас 1 000 000. И спектру желательно найти с некром. Тогда вот шансы будут. Но я когда-то запишу эту нежить 100%. Ну, ладно. Ладно. И еще такая вот особенность. Если эту нежить продать, она в магазине появится. То есть для всех. То есть, ну, именно тот герой, которого вы продали, она появится для всех в магазине. Так же самое это работает и с синергией пандаменов. Разработчики своими шаловливыми ручками добрались до механизмов. Не знаю, зачем они сделали такое нововведение, но они это сделали, поэтому давайте разбираться. Во-первых, теперь, когда вы побеждаете на 6 механизмах, вы получаете 1 золотое сердце. Но вы получаете 1 жетон. 1 жетон дополнительно. Тут не написано, да? Да, тут не написано. Ну, короче, вы получаете жетон. И этот жетон позволяет вам купить эту легендарную фигуру из этого золотого механизма. А без жетона вы купить не можете. То есть, вы рольнули, купили одну фигуру и сходили дальше фармить сердца и жетоны. Скорее всего, это сделано для того, чтобы это не смогли обузить. То есть, вот, знаете, там купили легендарку, продали, 5 монет получили. Скорее всего, связано с этим. Ну, либо же с чем-то еще связано. Чтобы ты просто ранее легендарки быстро не наролил, как себе надо. Жестко? Жестко. Теперь 6 мехов, ну, как бы есть смысл собирать, но на них будет намного тяжелее играть, чем было до этого. Ты, на самом деле, насколько это вот абсурдно. Ты и так этих мехов не можешь нормально собрать. Потому что в лейт-ситуации тебя начинают уже по полной программе и в хвост и в гриву, а рано ты не можешь их собрать, только если ты не сильно скилловый человек, который там на 7 уровне через шлем Ареса найдет себе там минера и тому подобное, чтобы рано собрать себе мехов. Либо же из панды достанет вообще и покажет вам, соответственно, скиллуху. Да. Ребята так на турнире наигрались на этих инсектоидах, что разработчики такие: опа, надо понерфить алхимиков в плане синергии Киры, в плане того, как они будут пожирать, соответственно, этих вот наследников инсектоидов, как они тут называются. Так вот, что добавили? Добавили просто условие. Условие, знаете какое? Чтобы у вас были дублирующие фигуры с одним и тем же именем. То есть у вас должна обязательно быть фигура 1-звездочная и 2-звездочная. И вот 1-звездочную и 2-звездочную вы не должны хавать. Вы должны только одну фигуру хавать. То есть вы хаваете 1-звездочную фигуру, а 2-звездочная должна жить. И наоборот.
Это главное условие. Без этого условия наследники инсектоида появляться не будут. Сильно ли это нерв? Да хрен там плавал. Это не сильный нерв. Важное изменение, что касается синергии пандаменов. Теперь она может игнорировать функцию блокировки раз. То есть в любом случае вам выпадет рандомная фигура, и заблокировали вы эту синергию расы, вообще плевать. То есть вот все, появляется панда, либо же появляется та раса, либо синергия, которую вы заблокировали. И тоже важный момент. Если вы пандамана продаете, то в магазине он появляется, и каждый из игроков может эту панду купить, если она ему, соответственно, надо. Ну, изменения, на самом деле, вроде бы как прикольные, а вроде бы и нет. То есть вы можете, грубо говоря, своему противнику помочь собрать панду в 3 звезды, которая ему нужна, а которая вам, по сути, не нужна. То есть вроде бы как бы плюс, а вроде бы как бы и минус. Разработчики как добавили 2 новых предмета, так и немного изменили 3 старых предмета. Начнем с жадной рукавицы. Теперь жадной рукавицы вы не можете перевоплощенные фигуры шаманов схавать, и также само вы не можете схавать дубликаты от цветы. То есть, когда у вас синергия цвет, вы дубликат не можете схавать этой рукавицы. Раньше можно было. Как работают рукавицы? Часто я такой вопрос вижу из-за того, что тут сломанное описание. Разработчики уже несколько месяцев не могут его поменять, это расписание. Почему? Не знаю. Видимо, там... Ладно, не буду говорить, окей. Ну, просто вот. Как работает перчатка? На вашей шахматной доске любое призывное существо противника будет съедено, если ваше ХП равно, либо же больше призывного существа. То есть на своей доске вы хаваете, получаете эту монетку, если ваше ХП больше, либо равно, как у призывного существа. То есть кабанчика и тому подобное. Вот. На вражеском столе вы просто хаваете, соответственно, фигуру. Все. Тут, как бы, думаю, понятно. Ну, фигуру, существо. И есть такой вот важный момент, о нем мало кто забывает. У импресски есть способность, которая делает призывное существо импреску. И вот эта перчатка может это призывное существо скушать. И вот тут есть двойные клыки, которые нанесут 50% урона в этом патче по 2 остальным импреской. Просто вдумайтесь, что это тоже можно использовать в некоторых моментах. То есть это вот такая подсказочка. Угу. Так, изменили двойные клыки. Теперь вместо 100% 50% урона, соответственно, по 2 целям, которые имеют одно и то же имя. Тут как бы понятно, да? Жестко. И как бы неоправданно нерфанули Некромикон. И ничего себе! Они добавили еще описание в него! Что делает лучник, либо же мечник призывного Некромикона? Обалдеть! Просто прошу... Ой, ёп. Все, ребят, мы вступаем в новую эру авточес. Обалдеть. Если они еще описания будут корректировать очень быстро, это будет нечто. Короче, теперь будет призывать либо же 2 лучников, либо же 2 мечников. И зависит это от дистанции носителя. То есть у вас ближнего боя герой, либо же дальнего боя герой. Ну и, соответственно, стоимостью носителя определяется. То есть 2-звездочный, 1-звездочный, либо 3-звездочный будет, соответственно, от уровня вашей фигуры. Ну и, соответственно, тут вот в описании, если что, почитайте. Я просто в шоке, что его добавили. Обалдеть просто нечто. Но я считаю, это нерв этого предмета. То есть раньше было прикольно, что ты получал и лучников, и мечников. Сейчас, к сожалению, либо то, либо то. То есть такой неприятный нерв. И вот, соответственно, 2 новых предмета. Пакт мертвецов. Эффект действует только на не эгергис, то есть не на нежить, стоимостью 5 и ниже. То есть цена продажи фигуры должна не превышать 5 единиц. То есть вот это вот самый главный момент. То есть, что это значит? Вы можете использовать друидов, то есть вы можете энчу в 3 звезды, фуру в 3 звезды перерабатывать, соответственно, с пакта мертвецов. Трента вы можете использовать только в 2 звезды. А все остальное, ну, как бы, чтобы цена не превышала 5 монет. Сумка пандамена не работает, сразу говорю. То есть то, что вы там цену порезали немного, это не работает. Работает вот изначальная цена продажи фигуры. Вот, допустим, я сейчас возьму вам рандомную фигуру. Вот, допустим, Хускар, да. Вы его берете в 2 звезды, соответственно, сколько он? 5 монет стоит. В 3 звезды ничего не видно. Давайте что-то другое возьмем. Вот это возьмем. Вот. В 2 звезды, соответственно, 5 монет стоит, в 3 звезды, соответственно, 7 монет. И вот вы можете эту фигуру переработать в 2 звезды, а уже потом вы не можете переработать. То есть цена продажи не должна превышать 5 монет. Тут, как бы, я думаю, понятно. И самое главное, то, что этот герой должен еще, мало того, что выжить, он должен просто выжить.
Это жестко. Это жестко. Да, вы можете на первых раундах, там, типа, знаете, с помощью друидов получить себе там трехзвездочного Абадона, трехзвездочного Виверну. Это бред. Это просто бред. И будет оно, знаете, превращаться только в тех героев, которые равняются того же качества и звездного уровня. То есть вы не можете получить там фиолетовую фигуру с нее. Вы получите того же качества, либо и той же звездочки. То есть у вас фигура за одну монетку, значит у вас появится фигура за одну монетку в 3 звезды, если вы ничего то же самое сделаете. Сильно? Ох, как сильно. Ох, как сильно. Я считаю, ну, этот предмет надо дорабатывать. И если уж такой предмет делать, то чтобы 100% была гарантия, что сразу перевоплощается. И не надо выживать при этом было этой фигуре. Это бред. Из-за этого нежить нереально собрать почти. Я пробовал, но у меня не получилось. Меня инсеки просто и в хвост и в гриву выносили. Как я там не пытался. И вот так, и вот так. Не мог, не смог, и все. Вот, может, я просто не фартовый, скорее всего. Но не получилось. Ну и, соответственно, меч. Клинок военачальника. Вот просто. Дает вампиризм плюс 25, урон плюс 25. И по демонам и мертвецам плюс 50 урона. Окей. Еще такой вот момент. Ладно, об этом поговорим потом. Ну, просто демонам и мертвецам плюс 50 урона. Ну, в принципе, неплохой такой предмет. Что-то типа как жетон отступника. Только по демонам и мертвецам 100%. В принципе, ну ладно. Я уже сказал свое мнение, и в конце подведем итог еще. Разработчики также добавили 2 новые реликвии. И старую реликвию немного доработали. То есть добавили ящик азарта. На самом деле очень классный ящик азарта. Что в лете можно как бы легендарные фигуры ролить. Что в начале можно там фигуры обменивать. Что касается друидов и тому подобное. Я тестировал. И мне очень эта реликвия понравилась. То есть вы можете засунуть любую туда фигуру. У вас будет 15 билетов. Они будут соответственно в ваших предметах. Вы нажимаете на этот билет, выбираете фигуру на вашей скамейке, и, соответственно, вот цена как бы однозвездочная. Тратится 1 билет, то есть вы просто вдумайтесь на секунду. У вас есть легендарная фигура, которую вам не надо. Вы просто берете ящик азарта и закидываете туда эту легендарную фигуру, пока не найдете себе ту легендарную фигуру, которую вам надо. Круто? Круто. И, соответственно, ну, тут двухзвездочная фигура тратит 3 билета, трехзвездочная фигура тратит 9 билетов. То есть на однозвездочную фигуру, легендарную фигуру, это прям песня. Песня. То есть ящик азарта, он превращает вашу фигуру на скамейке, которую вы закинете, в случайную фигуру той же стоимости звездного уровня. То есть тут, я так понимаю, можно, хотя вряд ли фиолетовую фигуру можно достать, потому что той же стоимости, поэтому тут как бы они, я думаю, проработали этот момент. Хотя вероятность такая имеется, мне кажется. То, что все-таки можно будет с двухзвездочной фигуры синего тира сделать легендарную фигуру. Ну, мне так кажется. Кто уже... Ну, мне, по крайней мере, ни разу не получилось достать легендарную фигуру из синенькой фигуры. Поэтому, если кому-то получилось, то напишет в комментариях. За веса. За пробел веса. Не знаю, зачем они пробел здесь поставили, но за веса. Короче, когда ваш игрок получает урон в следующем раунде, в том, в котором не участвует мобы, ваш игрок будет скрыт. Фаза боя будет для вас пропущена. То есть вы себе хп экономите. То есть вы проиграли раунд, соответственно, следующий раунд вы не получите урона. Ну и, соответственно, вы в бою не будете участвовать. Прикольная такая реликвия. Я ее, конечно, еще не использовал, потому что, ну, не было такой возможности. Ну, на бумаге прикольно. Если я вдруг ошибаюсь, потому что мне не получилось использовать эту завесу, пишите в комментариях свои поправки. И я, соответственно, внесу их тогда, когда буду делать короткие ролики по поводу обзора на реликвии. Гнездо Маморы. Вот тут самая такая жесткая загвоздка. Вот то, о чем я говорил, что нежить довольно-таки трудно собрать. В Мамору нельзя закинуть нежить. Ни одну. И нельзя закинуть панды, кроме пивной. Во! Спасибо, разрабы. Хрен соберешь нежить, так ты еще и хрен соберешь и в 3 звезды. Вот это я понимаю, силушка богатырская. Но только если с ящика азарта, может быть, каким-то образом вы найдете себе нужные фигуры в 3 звезды. Тогда можно собрать нежить в 3 звезды. А еще реликвий стало 10 вместо 8, как было до этого. Ну что ж, вот такой вот был обзор глобального обновления. И теперь я хочу подвести итоги и напомнить вам некоторые аспекты. Во-первых, они убили драконов. Если нет в игре Джекира, и вы не найдете Виверну,
то, ну, виверну, там, оленя не найдете, то, соответственно, драконов вам не видать, как бы, да, ну, как хотите делайте. Я вот просто представляю, как чел просто в лейт-стадии играет на мага-драконах, просто вспоминает, боже, а Джакира нет в игре, значит, мне нужно найти пакт мертвецов. А вы просто вдумайтесь на секунду. Вам нужно найти пакт мертвецов будет в лейт-стадии. Вы готовы пожертвовать предметами, которые и так, ну, хрен найдешь, грубо говоря, да, если вы там фартовы, вы нашли там себе посох, агоним, там все как надо, вы нашли. И в лейт-стадии вы такие, а мне нужен пакт мертвецов. И вы просто как в жопу ужаленный будете столько предметов перерывать. Красавчик будешь, если ты найдешь с первого раза парк мертвецов, потом какую-то рандомную фигуру ты закинешь на свой стол, дай бог, чтобы она в лейт-стадии выжила, и получишь виверну. Класс! То есть убили драконов. Ну, мало ли того, чтобы они убили драконов, да? Я об этом не сказал раньше, но они убили еще и ведьмаков. 2 ведьмака находятся в синергии нежити. То есть это спектра и это венга. И как теперь собирать фул ведьмаков? 2 ведьмака ты можешь собрать, 4 ведьмака. Ну, извините, как хотите, так и как бы гребитесь сами. Единственный прикольный вот момент, это то, что когда ты продаешь нежить и продаешь панды, они появляются в обновленном магазине. Это прикольно. Ну, то, что ты еще с ящика азарта можешь как бы достать, это тоже прикольно. Но в целом, зачем париться, когда можно не париться? Вот серьезно. Зачем вот париться с нежитью, когда ты вот можешь тупо собрать себе инсектоидов через алхимика и синергию Кира, как раньше? Когда ты можешь собрать себе волшебников-эльфов через Шиде и Марси. И что еще? И древних можешь собрать через гоблинов с рыцарями. Ну там, как уже, как удобно. Вот зачем париться, когда можно не париться? Или на шаманчиках поиграть, на более надежных сборках, да? И на турнире тоже такой вот прикол. Разработчики вот такое вот условие ввели по поводу инсектоидов, да? Ребята, а вы не хотите понерфить ШД? Вообще не хотите понерфить ШД? Да, они там ему оптимизировали логику срабатывания его способности, но это сути не поменяло. Он как был имбой, так и остался имбой. Слишком много урона он вкидывает, слишком много хп реген он дает. То есть то, что нужно было нерфить, а те не понерфили. Да, с помощью новых реликвий, с помощью вот этого вот всех изменений, то игра немножко выглядит освежающе. Ну, как по мне, много чего нерабочего. Но, скорее всего, просто... Я надеюсь, что просто я не приловчился к синергии нежити. И это чисто сугубо мое мнение. То, что нежить очень тяжело собрать. Ведьмаков теперь убили, драконами не поиграть как надо, потому что ну, нужен дракончик первого тира, либо же этот олень нужен. Блин, у меня такое сумбурное чувство. Я вот 5 игр поиграл, и я видел только 3 сборки. Вот серьезно. В 5 играх я увидел по 2 эльфа, по инсеку, по гоблинам древним, ну и рыцари еще сверху. Все. И Шиде обузили только так. Он как был мощным героем, так и остался. То есть ничего не поменялось в этом плане. Приятно, конечно, то, что фигуры будут пандаменов возвращаться, но это хрень. Вот серьезно. В общем, я надеюсь, что обзор на глобальное обновление было вам полезно. Поэтому поставьте свой лайк, комментарий, что думаете. А если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. И на мой телеграм-канал тоже подпишитесь. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.